Друзья мои, всем привет! С вами компания PandaWay. В комментариях под нашими роликами вы часто просили снять обзор на бюджетный электромобиль из Китая. Так вот, встречайте XPeng Mona M03. Бюджетный электромобиль, но не бедный. Это лифтбэк, представлен в 3 модификациях. Первые 2 из которых можно получить в ближайшее время, а топовую комплектацию придется ждать до следующего года. Изначально ходила информация, что Mona будет подразделением XPeng, так сказать, бюджетным суббрендом. Кстати, Mona расшифровывается как Made of New AI, то есть сделанный на основе нового искусственного интеллекта. Но сейчас мы знаем, что Mona — это серия самой XPeng. Но эта серия создана специально для недорогих электричек. И вот первой моделью стал лифтбэк M03. Кстати, как обычно, компания выпустила эту модель как конкурент Tesla Model 3. Даже названия схожие. Давайте разбираться. Из особенностей экстерьера: Т-образная оптика, гладкий нос, кстати, Антону он напомнил Ferrari, активные заслонки в панели передка и ряд мелких аэродинамических элементов. Выдвижные ручки дверей и наружные зеркала на отдельных ножках. Почему такой дизайн зеркал? Я думаю, из-за наступающей моды на электронные зеркала. Возможно, в будущем появится комплектация с камерами. Длина автомобиля 4780 мм, ширина 1896, высота 1445 мм, колесная база 2815 мм. Мы снимали разные бюджетные электромобили в Китае, в некоторых из них мы прям были приятно удивлены. Здесь же без сюрпризов: подвеска спереди Макферсон, сзади торсионная балка. А вот, кстати, диски тормозные спереди вентилируемые, сзади не вентилируемые. Они скрыты вот такими вот чехольчиками интересными. Сейчас, кстати, мода в Китае пошла на вот такие вот чехольчики для суппортов. По резине есть интересный момент. Если вы берете сток на 18-х колесах, то это будет обычная китайская резина. А если возьмете 19-дюймовые колеса, то у вас будет Michelin E-Primacy. Всего есть 5 цветов кузова. Белый, который вы видели в салоне, черный, вот такой вот бежевый цвет и серый цвет. Еще, которого здесь нет, синий цвет также присутствует. И 3 цвета салона: светло-серый, темно-серый и черный салон. А вот так выглядит стоковая резина Chaoyang китайского производителя и диски, соответственно, 18-дюймовые. Главной гордостью компании является коэффициент аэродинамического сопротивления у Mona M03, который равен 0,194. Для сравнения, у XPeng P5 коэффициент 0,218, и им на презентации компания также гордилась. Но M03 все же не рекордсмен. Меньший коэффициент есть у Arfox Alpha S5 0,193. Возможно, кто-то сейчас спросит, что в этом такого. Благодаря обтекаемой форме заявленный расход у Моны ну прям очень низкий. 11,2 киловатт-часов на сотню. Сегодня на тест-драйве попробуем его замерить. Вон, смотри, едем, получается, и караоке у нас на экране отображаются слова песни в разных местах. Ну, конечно, как в караоке нету такого бегунка, да, ползунка по словам, но тем не менее, вот смотрите, у вас карта, все здесь. То есть такая интерактивная картинка интересная. Сейчас мы едем в средней комплектации, здесь установлена только функция удержания в полосе, без автоматического перестроения. То есть это самая обычная простая функция. Но тем не менее, вот полосу она держит хорошо, ее не кидает из стороны в сторону. А если возьмете максимальную комплектацию, то там будет перестроение, уже автоматическое перестроение, то есть полноценный автопилот, но без лидаров. Но, друзья мои, лидары, как мы уже вам говорили много раз, в принципе за границей не нужны. Лидары нужны только для полноценной системы автопилот XNGP, которая работает только в Китае. Поэтому я думаю, что по этому поводу переживать не стоит. Сейчас мы хотим посмотреть, как работает система автопарковки. Я скажу так, что у меня в G6 автопарковка работает просто шикарно. У меня мало того, что супруга моя пользуется только автопарковкой, так я сейчас начал тоже пользоваться. Представляете, я никогда не думал, что я буду пользоваться системой автопарковки. Давайте вот мы сейчас, вот сложно между двумя машинами. Вот сюда, поехали, посмотрим. То есть она сразу задает такой радиус. Интересно, за один заход заедет она сюда или нет?
между двух машин. Ну-ка, 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 ну-ка. Неужели заедет с первого раза? Притормозила чуть, скорость сбавила. Так, потихонечку заезжай. А? Вперед поедет? Нет, вперед поехала. Немного промахнулась, да? Заехала. Все. Идеально получается расстояние между двумя машинами, четкое, можно выходить. Она, знаете, она припарковалась так, как я обычно делаю. Я обычно оставляю с правой стороны больше места, чтобы какой-нибудь недалекий водитель, который будет заходить в соседнюю машину, чтобы случайно не задел вас. Так, ну что, ребят, прокатимся на автомобиле Mono M03. Изначально, что хочу сказать, что посадка здесь прям можно вытянуться очень-очень далеко. Обратите внимание, нога у меня практически ровная здесь. До педалек еле-еле достаю. То есть для любителей такой посадочки. А руль, ну-ка. Ну, слушайте, в таком положении, конечно, тяжеловато будет ездить. Ну, хотя есть любители, да, кто катается так. Мы сейчас находимся в автомобиле за 130 тысяч юаней. Здесь есть даже регулировка сидушки водителя по высоте. Динамика. Сколько там? 7,6 секунд до сотни? Ну, динамика слабовата, конечно, по сравнению с другими машинами. Хотя вот Антону, наверное, после его Volkswagen, наверное, динамики хватит. А мне после G6 маловато. Можно расположиться очень комфортно, как вот в таком положении, так и в таком положении. То есть кто как любит, пожалуйста, можно ездить. Сидушка не жмет. В отличие от G9 в Xpeng, который, да, там сидушка, помните, поджимала. Но, кстати, если быть уже до конца откровенным, G9 сейчас в новой конфигурации, там сидушка переработана и она не жмет тоже. Компания Xpeng заявляет, что в этой машине они при помощи систем активной безопасности они уменьшили крены. Как заявляет сама компания, здесь центр тяжести расположен очень низко, и из-за этого крены минимальные при поворотах. Сейчас мы это проверим. Кстати, сейчас давайте вот на повороте, на ю-терне попробуем ощутить на себе это. Кстати, радиус, смотрите, обратите внимание, вот, Q5, где развернулся, где мы развернулись. Здесь радиус 5,6 метров, радиус разворота. Маленький, хороший. Для такой машины длинной прям нормально. Вот, ну и давайте немножечко вот так вот. Расшатывать, слушай. Ну нет, я бы не сказал, что прям у нее хорошие крены. Если сравнивать, допустим, с тем же самым BYD, да, Антон, где мы там, какую мы с тобой Song L тестировали, там прям вообще идеально было. Здесь, конечно, не так комфортно в шашечке поиграть. Вот, ну и знаете, и, честно говоря, вот сейчас я еду, мне все-таки не хватает приборной панели, ее вообще нету. Вся информация вот здесь у вас. Это, во-первых. Во-вторых, нету кнопок, ни физических, ни электронных. Вот так 3 пальцами можно вывести горячие клавиши. И здесь же у нас менюшечка есть, вот оно, да? Вот это меню. Я бы хотел видеть здесь снизу, как у меня в G6. Приборная панель отсутствует, и отсутствует здесь проекционный дисплей. Поэтому вы ничего не видите. Вы едете, и даже скорость нужно смотреть постоянно сюда, вот где-то на экран. А если у вас музыка играет здесь какая-то, а если какая-то другая информация пошла, и все это перебивается. Но, давайте так. Опять же, мы сейчас себя настраиваем на то, что эта машина за 130 тысяч юаней. Начинаем. Вот, кстати, система активной безопасности предупредила сейчас меня о том, что у меня опасное столкновение. Я ехал в эту машину, в белую. Заморгала, запищала, и руль немножечко дернулся. В общем. Угу. Вот смотрите тоже. Оп-оп-оп, раз предупреждает. Система работает. То есть она показывает, что не перестраивайся. Датчики слепых зон также присутствуют. Все это отображается, все это контролируется, мониторится. В общем, хорошо. Так, друзья, ну и тест на вшивость, наш любимый. Капот. Оцинковочка. 97 толщина. Оцинковка 82. Друзья мои, автомобиль полностью оцинкован. И, кстати, компания заявляет, что батарейка у них защищена
слоем усиленной стали. Они прям тоже на это делают акцент в своей рекламной кампании. Так, замерим ширину салона спереди по плечикам. 145. Ой, какой узенький. Сзади 138. Ну, узкий салон. Так, ну и, ребят, и стекла. Обратите внимание, что сзади опускаются они практически, ну, полностью, можно сказать, не практически, а полностью опускаются. Это хорошо. Стекла, кстати, однослойные. Обратите внимание. Тоненькое стекло. Сейчас мы проехали на тест-драйве, от стекол шум есть. Зарядки находятся с левой стороны. У нас здесь медленный порт и Fast Charge. Моя очередь. Прокатимся на седанчике. Ну, если уж быть честным, конкретным, да, то это у нас не седан, это у нас лифтбэк. Лифтбэк. Так, чтобы нам переключиться в спорт режим, нажимаем машинку, выбираем второй пунктик здесь. И вот здесь, видите, написано режимы. Видите, да? И переключаем на спорт с эконома. Руль приятного хвата, снизу такая прямая плоскость, собственно, держать и так вам будет удобно. Он приятный на ощупь, он не из искусственной кожи, в целом широкий, в общем, все здесь хорошо. Вот единственное, что у меня куча вопросов к физическим кнопкам. Ребят, вы сделали Model 3 в Xpeng, зачем? Хотя, ладно, окей, для Китая эта машина сделана, и поэтому здесь нафиг никакие кнопки не нужны. Вы просто просите что-то либо сделать, и она делает. Открыть окно, пожалуйста, включить музыку, пожалуйста, сделать кондиционер, пожалуйста, подвинуть кресло, пожалуйста, она может все. По техническим характеристикам дофига и больше можно найти. А на самом деле машины, и есть машины, которые лично мне больше симпатизируют по каким-то определенным параметрам. Та же Рови, она более комфортная, более широкая и тихая, нежели Моно. Но будь я китайцем, говорящим постоянно на китайском языке, идеально его знающим, я бы, конечно, выбирал бы Xpeng. Но едет машина хорошо. Расход у нее, как у всех у Xpeng, минимальный. Леша, честно, как тебе позади? Как тебе на втором ряду? Вот там у меня казалось, что шум от стойки идет. Вот сейчас мы едем по такой проселочной дороге. Здесь очень плохая дорога, ухабистая. И я вот сейчас заметил, что очень глухо все это отрабатывает. Тихо. Нету шума от арок такого прям. И мягко. Хорошо, комфортно. Сейчас давайте проверим, насколько хорошо отрабатывает подвеска лежачий полицейский. У нас здесь резиновые полицейские. Это не наше любимое место, где бетонные. Хотя, может, бетонный тоже найдем. На 30 сейчас проехали. Вот он, бетонный, смотрите. Вот он, да. А нет, не бетонный. Очень глухо отрабатывает. Вообще не слышно. Мы по камням едем. Я слышу только звук электроники. Еще раз. Там лежит резиновые полицейские. Сейчас проедем его. На 50? Хорошо. Камера 360, друзья мои, обратите внимание, на весь экран полностью покрывает все. Никаких рамок нет, ничего. И картинка очень красивая, сочная. Вот смотрите, сейчас я вперед переключусь. Вот, обратите внимание. Со всех сторон камера 360 градусов можно, пожалуйста, менять вот так вот, да? Я скажу так, что прям четкая, яркая, красивая, сочная картинка. В общем, друзья мои, ну что, давайте финализируем. Машина приятна для своих денег, прям очень хорошо сбалансирована подвеска. Она валкая, сразу скажем так, что это не BYD, тот же самый Song L. Ну и по цене, конечно, BYD и это вообще несопоставимые две машины. Но, что не понравилось мне лично, так это вот отображение информации. В салоне минимализм, привычной приборки нет,
Хочется сказать привет, Tesla. А так как проекционного дисплея тоже нет, то вся информация выводится только на центральный дисплей. Диагональ его 15,6 дюйма. Руль выполнен все в том же стиле минимализма. Кнопок практически нет, не считая двух колесиков джойстиков. Опять же, отсылки к Tesla. Материалы салона не премиальные. Здесь мы видим жесткий пластик и кожзаменитель. Но, друзья мои, сразу нужно вспомнить о цене. Базовая комплектация в Китае стоит 119 800 юаней. Средняя 129 800 и максимальная 155 800 юаней. А вот в чем отличие между комплектациями, нам сейчас расскажет Антон. Прежде всего, разница здесь в моторах между базовой и средней с максимальной комплектацией. В базовой вы получаете 140 киловатт, а в максималке и в средней вы получаете 160 киловатт мотор. Крутящего момента 225 против 250. Ну и немаловажная опция, функция, которая есть в средней и максимальной комплектации, это обдув и подогрев сидений, чего в базе вы не получите. Ну и основная разница здесь в батарее. В базе это 51,8 киловатт-часов, а в максималке и средней это 62,2 киловатт-часов. И вот здесь, наверное, вся основная разница заканчивается. Единственное, что в максимальной версии вы получаете дополнительно 3 миллиметровых радара, функцию дистанционной парковки и расширенный комплекс помощников, включающий в себя дополнительные 4 камеры для автопилотирования. Ну и в целом я бы назвал, что максимальная версия просто получила автопилот третьего поколения со всеми вытекающими. Давайте заглянем под капот. Здесь передний привод, поэтому сюрпризов, наверное, нас ожидать не будет. Да, багажника нету, газовых упоров тоже нету, все-таки бюджет, кочерга. Но, обратите внимание, очень хороший доступ у нас ко всем жидкостям. Есть и омывайки, и тормозные жидкости, и жидкость кондиционера, да. И также вот у нас удобный доступ к аккумулятору. Да, все комплектации моноприводные, и здесь хотелось бы сделать уточнение. Кое-где в интернете писали, что у Моны задний привод. Нет, друзья мои, это не так. Во всех комплектациях установлен передний привод. Хоть Mono M03 и считается бюджетной, но это далеко не бедный автомобиль, как я уже сказал в начале ролика. Уже в базовой комплектации у нас светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, за доплату, кстати, доступны 19-дюймовые, стеклянная крыша, площадь панорамы 1,22 метра квадратных, электропривод багажной двери, мультимедиа с голосовым управлением, которая понимает кое-какие команды на английском языке, беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, 7 камер кругового обзора, 12 партроников, 2 мм радара, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения, слежения за разметкой, мониторинга слепых зон. В общем, много-много всего. Как нам сейчас рассказал Антон, в средней комплектации уже есть подогрев и вентиляция передних сидений, а в максималке мы получаем 3 мм радара, функцию дистанционной парковки и расширенный комплекс помощников. Но выдача максимальной комплектации, к сожалению, начнутся только в следующем году. Начиная с базы комплектации, автомобиль имеет 6 подушек безопасности и 12 активных систем помощи. Это предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о столкновении сзади, предупреждение о выходе из полосы движения, помощь в удержании полосы движения, предупреждение о смене полосы движения, активный мониторинг поведения водителя, мониторинг и предупреждение слепых зон, предупреждение о перекрестном движении сзади, предупреждение об открытии двери, система экстренного удержания полосы движения и интеллектуальный дальний свет. Заявленный объем багажника 621 литр, а если сложить задний диван, то получается 1603 литра. Ребят, ну и тут, конечно, у меня возникает вопрос. Не убила ли компания XPeng Моной свой седан P5? Антон, как ты считаешь? Мне кажется, убила. Ты видишь здесь P5? Я не вижу. P5 нету. Они даже не... Есть все, кроме P5. Они даже не ставили ее ставить здесь. Ну смотри, P5 на 27 тысяч юаней дороже в минимальной версии. Доставай свои цифры, будем сейчас сравнивать. Давай. Давай. P5 плюс. Так. 157 тысяч юаней. За минималку. За минималку, да. Что ты получаешь в минималке? Мону мы возьмем среднюю возьмем. Да. Значит, у тебя движок слабее в P5. В P5. Да. Ага. Ну, единственный крутящий момент побыстрее, а так движок послабее. Батарейка. Батарейка. Колеса у тебя 17 в P5 идут. Даже P5 не... 17. 17. Блин. P5 батарейка 55 и 4. 55 Да. и 4. Да. И запас хода 500 по CLTC. А поэтому ее тут нет.
Я думаю, сейчас наш друг Денис, который смотрит этот ролик, плачет просто крокодиловыми слезами. Дэн, привет тебе. Не плачь. Все нормально. P5 твоя хорошая машина тоже. Лифтбэк, ребят. 621 литр. Тьфу, ты посмотрите, ребята. Антох, ну-ка залезай. А тут опять читерство начинается, Читерство. да? Залезай туда. 621 литр, друзья мои. Ну да, удобненько. Я думаю, что в P5 мы бы так Антона не засунули. Круто! Слушай, ну багажник, конечно, вместительный. Картошки Да. увезешь, что будь здоров. Если мы складываем задний диван, да, вот этот вот так вот, то получаем 1603 литра. А на звезды можно посмотреть? Попробуй. Опять я. Опять ты. Ровного пола нет, да? Да. К сожалению, ровного пола нет. Но ровного пола нет. Почему? Потому что они сделали, как мы показали вам, задний диван под уклоном. Для того, чтобы комфортно было там сидеть. Пригодность здесь максимальная для того, чтобы смотреть на звезды. Ага. Ну, молодцы. Что я могу сказать? За эту стоимость молодцы. Антон разместился здесь просто вообще идеально. Обратите внимание, ножки прямо у него уперлись сюда. Все, можно здесь его закрыть и оставить на ночь. Я в танке так не мог. А мне будет тесновато. Ну, с матрасиком, мне кажется, будет тебе само то. А вот так, визуально, C11 проигрывает или выигрывает? У C11 ровный пол. Так. И в C11 я размещался прям вообще так лежа. И в C11, я уже в 10-й раз скажу, мы с Виталием ванну везли здесь. То есть, ну такая большая-большая была коробка такая. И из-за того, что ровный пол, мы смогли разместить ванну. Поэтому, да, здесь он проигрывает C11. Но подожди, C11 сейчас можно взять за те же самые деньги. Новую? Новую. Ну, не чистую электричку, а последовательный гибрид. Либо NetJoel за те же самые деньги. В общем, ребят, если у вас есть сомнения, пишите в телеграм-канал. Антон подберет для вас все автомобили. В нашем телеграм-канале есть связь с менеджером. Куда вы попадаете, естественно, в чат, где есть Антон, который занимается подбором автомобилей в нашей компании. Он для вас рассмотрит разные варианты, напишет вам, чем отличается та или иная модель и какую модель непосредственно лучше купить вам. Причем с радостью. Помогу, подскажу. А то, что у нас электропривод двери задней, это уже норма стала, да, я так понимаю, Леш? Кстати, в C11 не было в базе. Вот. Избаловала нас, короче, здесь уже. Ребята, базовая комплектация 130 тысяч юаней, 130, а даже 120 тысяч даже есть электропривод багажника. Если реально задумались о покупке данного автомобиля, еще раз напоминаю, сейчас действует акция 4000 юаней скидка и плюс улучшенный саунд в подарок. Так что, ну, думаю, стоит брать. Не подарят тебе майку другую, не надейся. Не отработал еще? Нет, работал. Так, сидушка водителя. Мой рост 1,85 м. Обратите внимание, до крыши сколько здесь у меня? Кулак. В нижнем положении самом. И сиденье отодвигается прям далеко. То есть вот я ногу практически вытянул до конца, да. До педали я достаю, но в этом положении до руля достать не так просто. То есть, конечно же, руль можно было по вылету сделать больше. Сидушка очень комфортная. Здесь ничего такого экстраординарного нету. Есть у нас просто две ручки, которые, опять же, одна из которых может поднимать сидушку по высоте. Ну и наклон, естественно. И вот, друзья мои, давайте сейчас вот немножечко поговорим про материалы. Как я сказал, что есть пластик, есть здесь кожзаменитель, да, но даже они выполнены в такой, знаете, приятной форме. То есть тот же самый пластик, он вроде как жесткий, но на ощупь он не прям совсем бюджетный. Тот же руль даже. Вот он мягкий, прогибающийся. Хорошо, комфортно его держать. Также у руля есть регулировка по высоте. Но, опять же, она небольшая. То есть у нас что вылет, что высота, ход маленький. Сзади нету у нас подлокотника никакого, нету подстаканников, ничего этого нету.
то, что присуще более дорогим машинам. Но есть раздельный дефлектор, есть два Type-C разъема, ну, есть такие кармашки. Все, крючочки есть, да? Это крючочки же? Крючочки, все правильно. И свет не сенсорный, кнопочный. Вот, ну и динамики. И крыша, ребят, большая-большая панорамная крыша. Сиденье водителя сдвинуто до максимума. Давайте я сяду сам за собой. В принципе, я поместился, немного задеваю за сиденье, но сидеть можно. Ножки у меня утопились под сидушку. В общем, хорошо. И здесь, обратите внимание, задний диван расположен под углом. То есть у меня сейчас ляжки лежат, несмотря на то, что само колено находится высоко, но ляжка лежит на диване. Не как это в некоторых машинах, где диван горизонтальный, и там только моя пятая точка где-то имеет упор, а все остальное на высоте. Здесь же нет. Таким длинноногим, как я, будет комфортно ездить. А вот мне интересно посадить Антона с его менее длинными ногами. Вот мне кажется, Антону будет сидеть прям очень комфортно. Но тут не хватает места под ноги. Тебе не хватает под ноги? Да. А я влез туда хорошо. Не, оно, жмет. Ноги поджимает. Ноги поджимает. Ну подожди, да. хорошо. Если водитель приподнимется повыше, мне будет хорошо. Просто все, вот так уже вниз достаточно, опустил, да, так уже хорошо. Но тем не менее, над головой-то у меня кулак. Мне понравилось расположение заднего дивана. Вот обрати внимание, что он под углом находится. Как тебе? Ты чувствуешь подпор более Да. комфортно или Ну нет? нет, мне комфортно сидится. Потому что, вот, допустим, у BYD у того же, у него горизонтальное расположение заднего дивана, и в некоторых моментах тебе не так комфортно. Я бы так сказал, в таком бюджетном автомобиле мне сидится здесь хорошо. Есть автомобили, конечно, где посадка лучше, но давайте исходить из того, что это бюджетный автомобиль, и стоит он всего 130 тысяч юаней за среднюю версию, которая, собственно, вам и нужна. Потому что брать минималку смысла нет, там батарейка не до батарейка, а максималка там только то, что работает в Китае, все эти функции электронные. Поэтому вам прописано, если брать этот автомобиль, только в средней комплектации. Друзья мои, я бы сразу хотел сказать, да, что обзор наш проплаченный обзор. Видите, мы находимся в футболках Xpeng. Вот они, вот там даже сзади логотип Xpeng. То есть нас купили, короче. Нас Футболки купили. подогнали, все, мы проплаченные. Антоха, они увидели, что мы сказали это. Все. Не проплаченный обзор. Нормально все. Продолжаем. Если серьезно, то мы говорим то, что видим сейчас. Они нас не заставляют. У нас тут нормально все. Общение. Они не понимают, о чем мы говорим, поэтому обзоры наши все всегда искренние. То есть вот что мы видим, то и говорим. Действительно, как бы автомобиль, который стоит, да, 120 тысяч в базе, и вот в него садишься, поначалу думаешь такой, что-то там вроде как бы материалы такие непремиальные, потом думаешь, стоп, 120 тысяч юаней, подожди, здесь даже есть функция удержания в полосе, за 120 тысяч юаней. Я помню, как я хотел за 70 тысяч функцию удержания в полосе. Да. А Leapmotor T03, помнишь, ты мне говорил, что там есть функция удержания в полосе? Нет, вообще на самом деле сейчас в Китае, давай так, Baojun, 70 тысяч есть функция удержания в полосе. Мини-гелик. Мини-гелик. Вулин тоже есть. Эта функция уже, это не так круто. Но здесь, помимо функции удержания в полосе, то, что ты называл 12 функций активной безопасности, это дорогого стоит на самом деле. Поэтому данный автомобиль является самым бюджетным и умным и безопасным на сегодняшний день на рынке Китая. И мне понравилась еще подвеска. Да. Пусть она и не премиальная, но она хорошо отрабатывает, глухо отрабатывает. Хорошо сделанная, все да. Классика в целом. Да. Причем, да, она как ты правильно сказал, она бюджетная в ремонте, опять же, в обслуживании. Поэтому тоже, наверное, плюс. Я думаю, что не просто так в разработке этого автомобиля принимала участие компания DiDi, которая является лидером среди такси в Китае. Да, все так. Вообще, в целом, мне кажется, что они молодцы, что оставили передний привод. Потому что, как мы видим, тенденция идет к тому, что машины все электрические заднеприводные идут, которые моноприводные. Здесь все-таки получается как на девяточке. Ты спокойно в любую грязь, по камням, да, ребят? Вы же так все говорите, мотивируете-то. Что передний привод везде проедет, задний нет. Так что берем и не выключаем. А то всегда в комментариях задний привод выключил. В общем, ребят, вот такой автомобиль получился у компании Xpeng. Пишите ваши вопросы в комментарии. А с вами была компания Pandaway из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Ну что, Антох, Моно-то нужно брать? Нет? Не Моно, а Нуна. Понимаешь? Нуна эту машину прям сильно. Я насмотрелся рекламных роликов. Слушай, преподнесли ее красиво. Да. Ambient подсветка, типа красота, умная, можно уехать куда угодно, V2L система раздачи, в общем, за эти деньги, да, Нуна, обязательно.
Еще бы приборную панель, и вообще была бы песня. И кнопочек тут побольше. уже, да, тут уже получается придется колхозить. Ну, я по-любому думаю, Таобао месяца 2-3 и все будет. Да.